Хорошо, сегодня я собираюсь провести несколько прививок жидкими культурами. Это всего лишь жидкая культура, которую я приготовил вчера, и она состоит из легкой солодовой декстрозы и 500 мл воды. И мы просто возьмем простые пересадки или просто небольшие пересадки тканей и поместим их в эти банки, дадим им вырасти и используем это для производства икры здесь, в нашей ферме. У меня только что была стопка чашек петри. Дело в том, что у каждого человека есть свой собственный штамм или вид, который я хочу размножить и вырастить в жидкой культуре. У нас есть что-то вроде онзеро, которое напоминает длинный гриб. Это будет означать переклад. И на самом деле у нас есть 4 сорта длинных грибов, которые мы собираемся выращивать в течение сегодняшнего дня. Так что давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Поэтому я просто возьму тарелку, плесну на нее немного спирта, удостоверюсь, что она красивая и чистая, а затем просто удалю парафин. Просто поставьте его прямо перед фильтром ХЭПа, и я быстро разогрею скальпель, чтобы уничтожить любые бактерии или что-то еще, что мы не хотим, чтобы попало в нашу жидкую культуру. Было бы просто кошмаром разрушить это. Вот так. Кроме того, я хочу немного приоткрыть крышку. Я просто накрою эту тарелку и поставлю ее в сток. И мы просто обязательно нанесем на него этикетку, чтобы знать, что это за штамм. Отложи это в сторону. Я как бы просто подготавливаю себя, снимаю крышку, по крайней мере, кольцом, прежде чем начать пользоваться скальпелем. Таким образом, я не совершу ошибку и ничего не уроню. И потом, да, когда я снимаю крышку с тарелки или ставлю ее, я действительно стараюсь держать пальцы прямо у верхнего края тарелки и просто сводить к минимуму вероятность того, что мои пальцы испачкаются. Когда я перемещаю агар по тарелке и снимаю его с нее, на агаре появляются загрязнения. На данный момент лаборатория представляет собой, по сути, 10-футовую систему фильтрации. В эти шкафы встроено всего несколько фильтров ХЭП. Кроме того, на каждом из шкафов есть корпус, к которому прикреплен вентилятор, который в основном втягивает воздух и проталкивает его через фильтр ХЭПа со скоростью, которая в основном гарантирует, что воздух выходит из шкафа. Фильтр стерилен и не содержит каких-либо частиц, находящихся в воздухе, или каких-либо загрязняющих веществ. Кроме того, он эффективно удаляет любую пыль, которая может попасть на вашу работу или в зону вашего рабочего места, обеспечивая стерильность рабочей зоны. Так вот, в этой лаборатории используется этот метод, а также воздух, поступающий извне лаборатории, для создания большего положительного давления в помещении. Вот, таким образом, в помещение не попадает пыль и другие нежелательные для нас загрязнения. Кроме того, это действительно помогает поддерживать температуру в помещении такой, какой я хочу. Потому что я заметил, что без циркуляции воздуха снаружи лаборатории у нас была бы лаборатория разогрета до температуры значительно выше 100 градусов. Таким образом, это увеличит время простоя и, по сути, задержит процесс прибытия сюда для выполнения работы. Так что, по сути, это была одна из причин, по которой я решил использовать обе стороны или две головки подачи воздуха снаружи. Потому что здесь действительно становится довольно жарко, когда вы выгружаете наш субстрат.
Обычно у нас здесь одновременно охлаждается около 2 фунтов субстрата. Итак, все, что связано с созданием ваших собственных культур, выращиванием зерновой икры или производством вашего мицелия в виде грибов, является наиболее важной частью вашего путешествия по выращиванию грибов или частью процесса. Просто потому, что от этого зависит твое будущее. Что касается того, каким видом производства ты можешь заниматься, то это станет смыслом всего, чем ты занимаешься. Независимо от того, производишь ли ты продукты питания, лекарства или собственное производство для клиентов, это будет смыслом твоего бизнеса или чего-то еще, смыслом твоей жизни. Рост. Так что очень важно быть уверенным в том, что вы на самом деле не пытаетесь срезать какие-либо углы, но по большей части это действительно просто и очень легко понять. Просто проведите небольшое исследование и поэкспериментируйте по большей части, и у вас все получится. Но да, это самая важная часть процесса. Объем каждой из этих банок составляет 500 мл, так что мы превратим это в 500 мл жидкой культуры с мицелием. Таким образом, мы сможем инокулировать 1 фунт зерновой икры на миллилитр. Таким образом, получается 50 фунтов зерновой икры или 500 фунтов зерновой икры. И тогда это действительно можно превратить в другую прививку, в 10 раз превышающую первоначальную дозу икры. Таким образом, мы получаем 5 фунтов зерновой икры всего из одной банки. Эти 5 фунтов могут быть использованы для инокуляции тонн опилок субформы. Так что очень важно сделать все правильно, потому что в конечном итоге из них можно вырастить более 100 фунтов грибов. Вы получаете бактерии, которые цветут в течение нескольких часов по сравнению со скоростью, с которой растет мицелий. Так что очень важно убедиться, что если вы слушаете какую-то музыку, то это не похоже на пение во время ваших перерывов. Потому что, знаете, я имею в виду, что я даже читал о том, как исследователь пел, когда они работали перед своими тарелками, и они были происходят сильные загрязнения. И как только они это заметили, они остановились, и загрязнение исчезло. Так что очень важно просто знать, когда наступит подходящее время для разговора или дыхания. И если ты ничего из этого не понимаешь, просто надевай маску, пока не освоишься с этим. Поэтому, когда я готовлю жидкую культуру, я не подвергаю кипячению воду или что-то. Я просто добавляю в банку воду комнатной температуры, а затем отмеряю нужное количество питательных веществ. После стерилизации цвет раствора немного меняется, и вы действительно видите, что вокруг плавает немного осадка. Так что это просто из-за добавок, которые были добавлены в воду, которая в данном случае похожа на легкую солодовую. В других случаях люди используют мед или кукурузный сироп. Для его приготовления можно использовать все, что угодно. Ты можешь сделать что-то вроде жидкой культуры на водной основе. Некоторые люди используют что-то вроде кокосовой воды и все такое прочее. Так что беспокоиться не о чем. Их только что вынули из стерилизатора. Как только мицелий пройдет через них, осадок действительно исчезнет. По сути, мы просто пытаемся создать резервную копию всей библиотеки. Это, по сути, большинство штаммов, которые мы выращиваем. Не все из них, но мы просто превращаем все это в резерв жидких культур, чтобы иметь их под рукой. Потому что иногда действительно приятно просто иметь эту жидкую культуру в наличии. Да, я просто надел несколько дополнительных перчаток. Потому что у меня была дырка на кончике перчатки. Так что вместо того, чтобы снимать перчатку и надевать новую, всякий раз, когда я снимаю перчатки, мои руки обычно немного потеют, так что надевать их становится действительно трудно. Перчатки. Я бы посоветовал вам просто надеть перчатки поверх этих перчаток, и они просто скользят. Таким образом, мне не придется ломать пару перчаток, пытаясь надеть их на руки. Так вот в чем дело.
Это не те идеальные перчатки, которые мне вообще нравятся. Они похожи на виниловые экзаменационные перчатки, поэтому легко трескаются и ломаются. Когда ты копаешься в своих баночках, тарелках или чем-то еще, я заметил, что они трескаются, особенно в области. Но ты знаешь, учитывая нынешнее положение дел, я возьму любую перчатку, которую смогу достать. И таким образом я тоже ношу перчатки, потому что я постоянно обливаю свои руки этим спиртом или изопропилом, чтобы продезинфицировать их между переносами или перемещениями. И это происходит постоянно в течение дня. Так что без перчаток я уже пробовал это раньше. В конечном итоге у вас будут серьезные трещины на руках, вы знаете, и они начнут кровоточить и все такое прочее. Перчатки действительно пригодятся при выполнении такого рода работы. У меня как раз есть несколько предварительно стерилизованных пакетов с икрой. Итак, мы просто возьмем несколько чашек Петри и используем их для создания мешка с икрой, который будет называться G1 или Generation 1. А затем это будет использовано для производства еще 10 пакетов второго поколения. А затем мы сможем переложить их в производственные пакеты и приступить к плодоношению. Так что мы просто еще раз разогреем наш скарб. У нас есть чашка Петри, которую нужно перенести. Затем у нас есть пакет со стерилизованным зерном. В данном случае, я полагаю, это наш суррогат. Да, это суррогатное зерно. Просто открой эту сумку вот так. Обычно ты используешь форму для выпечки, или я использую ее для посева 2 пакетов или 12 фунтов. Но в данном случае я использую ее только для приготовления одного пакета. Это ускорит процесс колонизации и просто ускорит его. На самом деле мне сейчас не нужны 2 сумки. Так что я просто снова запечатываю его, пока он не будет должным образом запечатан. В данном случае этот пакет для икры представляет собой смесь, а этот просто мягкую красную озимую пшеницу. Затем мы выращиваем грибы рейши или мицелий гриба рейши на этом зерне. Одна из вещей, которые я делаю с мешками, заключается в том, что при перемешивании агар просачивается через пакет, и это создает больше точек вентиляции для мицелия, чтобы он мог проникнуть в ваше зерновое потомство. Итак, мы сделали прививку икре, и у нас здесь 6 пакетов. Примерно через 2 недели здесь появится еще 60 мешков зерна. Мы приступим к этому. И с этого момента мы можем просто перейти к следующему этапу жизненного цикла или технологического процесса.